Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 39-й выпуск видеожурнала HireSet. И в этом выпуске вы увидите два сюжета. В первом сюжете мастер международного класса и один из лучших колористов России Наталья Куватова покажет вам технику окрашивания на короткой стрижке, выполненную по системе Аксиома. Во втором сюжете мы поговорим с вами о главном инструменте колориста – кисти для окрашивания. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Аксиома. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.axiomsystem.ru, а также приобрести наши материалы и книги у нас в интернет-магазине www.axiomshop.ru. Процедуру по уходу и окрашиванию волос от Constant Delight – это повышение качества услуг в вашем салоне. Constant Delight. Красота бесконечна. В данном сюжете мы вам покажем важный аспект в нанесении, который необходимо соблюдать, если вы хотите получить цвет без горизонтальных полос. Систематически в салон приходят клиенты, которые по тем или иным причинам запустили свои волосы и корни отросли более критических 1-2 см. Если бы клиент окрашивал волосы в темные цвета, это не было бы большой проблемой. Но при создании светлых оттенков отличие температуры волос на корнях и прикорневой части пагубно сказывается на результате осветления. Поэтому нам приходится работать с такими корнями по правилу первичного нанесения. В данном сюжете мы выбрали способ, когда на прикорневую часть окислитель берется на 1 уровень сильнее, чем на корни, чтобы компенсировать разницу температур и получить равномерное осветление. Наносим на корни обесцвечивающий порошок компании Constanta Delight, разведенный с окислителем 1,5% в соотношении 1:2. На прикорневую часть волос наносим обесцвечивающий порошок компании Constanta Delight, смешанный 1:2 с 3% окислителем.
Чтобы подчеркнуть стрижку, выбираем прямоугольную секцию в теменной зоне и, разделив ее на две части, окрашиваем двумя различными цветами. На все оставшиеся волосы наносим краситель по правилу разведения пастельное тонирование.
Классическая кисть – самый необходимый инструмент для окрашивания. Практически ни одна техника окрашивания не может быть выполнена без нее. К сожалению, при классическом обучении преподаватели не уделяют нужного внимания на столь значимую деталь работы колориста, как правильный выбор кистей для окрашивания волос. Классические кисти для окрашивания можно условно разделить на два вида – кисть с расческой и без нее. Для работы можно применять и тот, и другой вид кистей, в зависимости от ваших предпочтений. Кисть с расческой удобна тем, что вам не надо в руке держать еще и расческу вместе с кистью, то есть облегчает вашу работу. Тем более во многих случаях при окрашивании расчесывать волосы все же придется, в отличие от устоявшегося мнения у части компании, что расческа повреждает волосы. Но эта тема отдельная, о которой мы обязательно подробно поговорим в последующих выпусках видеожурнала. Еще одной особенностью кистей является ширина рабочей площади кисти и ее жесткость. В среднем самая ходовая ширина рабочей плоскости классической кисти от 3 до 5 см. Более узкие кисти, примерно 1,5–2 см, предназначены для нюансирования и подходят только как дополнительный инструмент при работе с растяжками цвета и окрашивании небольших прядей. Кисти с рабочей плоскостью не более 1 см предназначены для создания рисунков на волосах. Кисти для нюансирования и для создания рисунков лучше всего выбирать со скошенным углом ворса. Жесткость кистей обусловлена материалом, из которого их производят. Жесткие кисти можно применять для окрашивания длинных волос, поскольку они кроме нанесения красителя еще и прочесывают волос. Но их нельзя ни в коем случае использовать для работы с соприкосновением кожи головы. За счет высокой жесткости они вызывают дискомфорт у клиента. При повышенной чувствительности кожи могут вызывать боль, а также нарушают естественный защитный барьер кожи, что может привести к ускорению аллергической реакции. Излишне мягкие кисти имеют обратный эффект. Они не вызывают дискомфорта или болевых ощущений, но не способны при наложении красителя обеспечить правильное проникновение красителя в прядь, поэтому полностью бесполезны в работе профессионала. Естественно, я буду говорить о средней жесткости кисти, которую вы можете проверить нажимом ворса на запястье руки. Поставьте кисть под углом 90 градусов по отношению к касательной руки и нажмите на нее. Если есть ярко выраженные неприятные ощущения, то можно уверенно сказать, что кисть жесткая. Если кисть с легкостью прогибается, не вызывая сопротивления, то данная кисть излишне мягкая. Средней жесткости кисть не вызывает дискомфорт при давлении. Должна быть умеренная упругость. Также при выборе кистей внимательно отсматривайте качество ворса. Очень часто на жестких кистях место среза ворса имеет пропайку, которая цепляется за волос и не дает качественно наносить краситель. Рассматривая кисти, которые предлагаются компаниями в продаже, могу уверенно порекомендовать кисти компании Лонда и Велла, но именно кисти с расческой. Остальные их кисти мне и нашей команде совершенно не понравились. Данные кисти имеют самый оптимальный размер рабочей плоскости и нужную упругость. А самое главное – долговременный срок службы при активной практике. Кисть позволяет аккуратно наносить краситель даже на 5-миллиметровые отросшие корни, не попадая на ранее окрашенные волосы. А это очень важно при работе со светлыми оттенками, суперосветляющими и обесцвечивающими препаратами. На данный момент лично я лучше кистей не встречал.
Их аналог попыталась выпустить компания Estelle, но при всем уважении к компании данную кисть можно смело выкинуть, поскольку она является не аналогом и даже не копией, а плохой пародией. Если вы внимательно рассмотрите кисть, то кроме качества литья пластмассы, увидим, что ворс кисти имеет очень мягкую жесткость и не позволяет качественно наносить краситель. Кисти, которые выпускает компания Schwarzkopf, хорошо подходят для окрашивания длины волос и в работе с этанол-наминовыми красителями. Но для аккуратного нанесения красителя на корни волос данные кисти будут уступать по качеству кистям компании Wella. Технологии производства инструмента идут вперед, и на данный момент на рынке появились новые кисти, которые не имеют ворса. Вместо них рабочее полотно сделано из особой смеси латекса, резины и силикона. Как заявляют компании-производители, очень тонкий кончик кисточек позволяет с максимальной точностью наносить краситель к самым корням, исключая попадание краски на кожу головы. Эта же особенность делает кисти незаменимым инструментом при колорировании и растяжках цвета. Расход красителя снижается в 1,5–2 раза. Если отходить от рекламных слоганов компаний-производителей, то при работе с данными кистями вы столкнетесь с одной главной проблемой. Они не дают качественно прокрасить длину волос при работе с кремовыми окислительными красителями. Поэтому в работу рекомендую использовать их для окрашивания корней, а на работу с длиной брать кисти с ворсом. По поводу применения кистей мы поговорим в последующих выпусках, поскольку правильный выбор кисти не гарантирует качественное окрашивание, а вот качественное нанесение красителя – это половина успеха конечного результата. Для получения более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Если вы хотите больше узнать о системе Axioma и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте интернет-магазина www.axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness.